Привет, друзья! С вами Артем Камалединов, и сегодня у нас на обзоре компактный модулирующий гитарный комбо-усилитель от компании Joyo, модель DC15S. Поехали! Это 15-ваттный мини-комбо-усилитель для ваших занятий, который содержит в себе достаточное количество эмуляции различных усилителей от чистого до хай-гейна. Необходимый набор эффектов, лупер и драм-машина. Помимо стандартного питания от сети, важно отметить еще очень удобную функцию встроенного аккумулятора, который позволяет вам заниматься автономно в любом месте, где вам удобно. Также очень прикольная штука, что можно подсоединиться по Bluetooth для проигрывания ваших любимых бэкэнд-треков для занятий, и наличие на задней панели двух выходов для разных устройств. Это iOS и Android для записи ваших произведений. Стоит отметить одну особенность этого усилителя, что у него, к сожалению, нет возможности подключаться через телефон и рулить пресеты через приложение, и поэтому здесь все управление вынесено на переднюю панель. Но на самом деле тут все просто и достаточно интуитивно, поэтому предлагаю пробежаться и посмотреть, какие ручки за какие функции отвечают. Ну, естественно, у нас сначала идет вход нашей гитары. Далее у нас секция усиления, это регулировка гейна, ручка тона и ручка громкости. Мы видим набор различных моделей усилителей, различных пресетов, вы можете их сохранять и переключать с помощью футсвитча. Футсвитч дает нам, к сожалению, или, не знаю, к счастью, такой немножко минимальный выбор переключения между двумя пресетами. Но я думаю, что в рамках двух пресетов можно нарулить, к примеру, чистый и перегруженный звук, что, в принципе, самое база, так скажем. Далее кнопка включения лупера, переключение эффектов, пространственная обработка идет, и секция драм-машины. Это громкость, переключение пресетов и кнопка тап-темпа, которая также отвечает за драм-машину. Кнопка включения Bluetooth, линейный вход и выход на наушники. Поехали, давайте начнем с самого первого. Акустическая эмуляция. Давайте послушаем вот все как есть, ничего пока не крутим. Ну, надо реверочку, мне кажется, добавить, потому что прям совсем сухо. Но стоит также отметить про ручку тона. На самом деле она работает очень плавно, и тут не будет каких-то прям кардинальных изменений по эквализации. Вот можно вот так вот послушать. И прям выкрутить на максимум. Ну, конечно, как бы слышно, да, изменения по частотам, но все равно это не трехполосный эквалайзер, к сожалению. И стоит отметить, что вот мы сейчас пойдем дальше, послушаем чистые пресеты. Ручка гейна очень чувствительна, потому что вы можете слушать, что немножко перегружает, и такой неприятный перегруз. А, допустим, если мы перейдем дальше на пресет, который называется Clean, и дальше вот у нас Clean, они немножко разные, то это будет уже немножко кранч даже. Смотрим дальше. Ну вот этот поприятней. Можно, мне кажется, даже чуть раскачать, прибрать тон и добавить хорус. Ну, звучит по мне достаточно прилично. Давайте посмотрим дальше. Овердрайв. Уберем хорус, добавим фейзер.
Ну, вот как-то так. На самом деле, не знаю даже, что прокомментировать. Фейзер звучит вполне объемно, вполне правдоподобно. Давайте чуть-чуть утяжелим историю, посмотрим, что у нас дальше. Выключим эффекты. Поставим ручку тона посерединке. Гейн давайте тоже раскачаем посерединке. Громкость у нас посередине. И включим дилейчик. И он напоминает прям, такую аналоговую историю. В общем, дилей мне нравится, как звучит. Давайте пойдем дальше. Оставляем все так же. Кранч. Прибавим чуть-чуть гейна. Ну вот, чем мы подбираемся ближе к каким-то уже экстремальным таким настройкам, тем как будто бы уже звучит прям, я бы сказал, даже хорошо. Давайте дальше посмотрим лид. Не знаю, что у нас еще мы с вами не слушали. Вот давайте поставим тремоло. Окей, убираем все эффекты. Давайте, не знаю, вернемся к реверу. Дальше пресет ритм. Поставлю фейзер чуть-чуть. Так, ну и мы подбираемся уже к самому нашему, заключительному пресету. Пресет Metal. Давайте поставим самые экстремальные значения, которые есть. Гейн на максимум, тон выкрутим тоже на максимум, но громкость пощадим все-таки наш входной уровень записи, оставим его на серединке. Дилейчик, не знаю, можно хорус еще подмешать. Ну а теперь давайте в заключение послушаем самый тяжелый пресет без эффектов. Ну что ж, предлагаю еще рассмотреть драм-машинку, как она включается, как работает и какие пресеты есть. Собственно, пресетов много, 36, поэтому давайте просто рандомно послушаем несколько. Включается, мы, кстати, не сразу это обнаружили, вот тут такой пуш-пул. Вот так она работает. Здесь регулировка громкости, регулировка тап-темпа и, собственно, переключение по кругу различных пресетов. Давайте послушаем несколько и попробуем что-то поиграть сверху под драм-машину.
Стоит сказать, что до этого мы снимали звук нашего комбика через линию, а теперь предлагаю послушать, как он звучит, и звук мы снимаем микрофоном. Ну что ж, давайте подведем итоги по нашему комбо-усилителю. Я хочу сказать, что, наверное, будет очень правильно охарактеризовать его как такое базовое знакомство с возможностью вообще цифрового комбика, потому что здесь есть все самые необходимые пресеты: чистый, кранч, перегруз от легкого до хайгейна, необходимый набор эффектов, драм-машина для занятий. Что касается звучания, что-то звучит прям очень круто, что-то звучит немножко сомнительно, да, особенно вот чистый звук, ну, не все пресеты мне понравились. Ручки, надо учитывать, что поскольку это цифровой прибор, ручки работают тоже своеобразно, но при должном внимании, при должном времени можно нарулить очень хорошие пресеты. Удобная очень функция футсвитча. Конечно же, да, стоит напомнить о том, что, ну, во-первых, размер, его очень удобно, положил в рюкзак и поехал, к примеру, на природу, потому что встроенный аккумулятор, опять же таки, делает свое дело. Поэтому я думаю, что для тех, кому важен форм-фактор, все функции в одном, и для тех, кто только начинает свой путь или занятия и обратил свое внимание на цифровой девайс, этот комбик, мне кажется, подойдет. И поэтому, друзья, напишите вообще ваше отношение к компании Joyo, какие девайсы, там, педали, комбо-усилители вам нравятся, не нравятся, что вы думаете по поводу этого малыша, пишите комментарии, нам будет интересно почитать, сделать выводы и, может быть, сделать какое-то сравнение между разными моделями усилителей. Также не забудьте подписаться на наш канал, поставить колокольчик. С вами был Артем Камалетдинов. Увидимся. Пока-пока. Но зато, типа, на нем можно играть на природе. Возле мангала. Вы так не делаете? С друзьями на даче? Нет. Жесть. То есть тебя друзья не просят поиграть? Ко мне, во-первых, редко кто доезжает на дачу. То есть ты один в мангал играешь? Ну, да.